Значит, разборку покажу тоже частично, полностью показывать не буду. А вот сборку я уже более досконально уже покажу. То есть последовательность ее сборки двигателя. Сразу же могу сказать, когда стоит двигатель на машине, чтобы снять впускной коллектор, довольно-таки это сложности получается. Значит, нужно откручивать подвесной крепеж, который держит спереди двигатель. Это, во-первых, для того, чтобы снизу домкратом за поддон можно его вверх-вниз опускать. То бишь, его нужно будет приподнимать вверх, для того, чтобы коллектор можно было более свободно вытащить. То здесь, опять же, получается сложность. Из-за этого вот патрубка. Рециркуляция этих газов картерных. Суть в чем заключается? Дело в том, что даже открутив, сняв его здесь, патрубок, у нас не получается снять коллектор из-за того, что он будет держаться на самой крышке клапанов. Причиной этому является то, что мы не можем туда долезть, чтобы его отсоединить, то есть хомут. Коллектор полноценно не дает, он упирается вперед машины, то есть вот это телевизор передний, где находится у нас радиатор. Его приподнимаем выше двигатель, и тут начинаются пляски с бубном. Впускной коллектор мы отодвигаем, насколько можем отодвинуть. Потом умудряемся залезть между коллектором этим и головкой, чтобы закрутить щипцы. Там быстрого разъема идет хомут. Его отсоединяем и начинаем патрубок снимать. Но вот тут патрубок еще плюс ко всему, он уже деревянный идет. Жесткий. То есть есть свои сложности. Это все сделать можно, но немножечко будет проблематично. Значит, также рассчитывать на то, что можно снять будет поршня на установочном двигателе. Допустим, вы захотите колечки поменять или посмотреть поршневую, в каком состоянии поршня. У вас это уже не получится. Причина тому будет являться вот этот поддон. Дело в том, что у этого поддона вот есть два таких болтика. Вот раз и второй. Для того, чтобы добраться до этих двух болтиков, приходится снять двигатель или коробку. И после этого еще снять сам маховик, потому что маховик здесь его перекрывает. С маховиком вы эти болты открутить не сможете. Вот такой вот геморрой придумал АвтоВАЗ. Значит, нужно снять двигатель или коробку, после чего вы сможете открутить поддон. Ну и, конечно же, добраться уже до этой шатунов, чтобы выдернуть их вверх для замены колец там или что-то еще, каких-то ремонтов. Поэтому сразу на это учтите, кто захочет поменять кольца на машине, как это обычно делалось. То есть мы открутили поддон, выкинули вверх поршня и довольны. Здесь уже не получится. Вы снимете, разберете головку, решите поменять кольца, начнете откручивать здесь болты, а здесь еще два. И тут вы попадете в ступор. А если не зная этих вещей, то вроде казалось бы, здесь болты, то в принципе этих болтов здесь не должно быть. И начинаете ее поддевать за крышку, а она не идет, или же вы это ломаете, или доходит до вас, что здесь еще есть крепеж. Чтобы снять топливный коллектор, ох, ничего себе, меня понесло куда аж. Впускной коллектор, значит, откручиваем две гайки сверху, справа и слева. Далее отсоединить нужно будет, значит, щуп. Щуп крепится на саморезе, его буквально нужно немножко приослабить для того, чтобы можно было полностью корпус щупа вытащить. Здесь, как всегда, сопливит, потому что резиночка здесь садится и начинает тут мокреться. То есть, ну вот видно прекрасно след от того, что здесь сопливило. Далее нужно отсоединить будет еще провод. Провод здесь держится, жгут точнее провода на клипсе. Фиксируется он к коллектору, что тоже довольно-таки не очень-то и удобно будет подлазить для того, чтобы его оценить при снятии коллектора. Значит, откручиваются также гайки. 3 гайки и 2 болта. Что касается вот этого болта, вот этого крайнего, он довольно-таки создает проблематичность его открутить. Для того, чтобы открутить этот болт, нужно снять генератор, компрессор кондиционера, который внизу находится, и после этого снять сам крепеж, который это все дело держал. И только тогда вы сможете открутить вот этот
назвал бы этот болт, но не буду выражаться. В общем, вот этот болт открутится только тогда, когда вот эта вся байда, все это снимется. Также, значит, нужно будет снять дроссельную заслонку и отсоединить шланг от самой крышки клапанов. Так как дроссель будет упираться, и он не даст вам отодвигать немножечко, когда двигатель будет стоять на машине, значит, он не даст отодвинуть впускной коллектор. Крепится у него всего лишь на 2 гайках. Значит, сразу же нужно не забывать, что после того, как это все снимется, нужно будет менять здесь уплотнительные кольца. То есть на дросселе идет круглый, и на впускном коллекторе еще 4 кольца будут идти. Вот настолько мы можем отодвинуть его, учитывая того, что он будет немножко упираться, шланг будет тоже упираться, мешать. И вот открывается вот такой вот доступ, чтобы можно было снять, точнее, хомут. Вот сволочь, фокусироваться не хочет. Вот видно, вот этот вот он хомут идет. Так, ну попробую камеру поднести. Так. То есть хомут быстрый разъем, который идет пружина эта. Ее сжимаем, вот каким-то образом подлазим. Ну, есть, конечно, щипцы специально. И ими здесь не получится подлезть, поэтому здесь нужно будет круглогубцами подцеплять. Ими, по крайней мере, будет намного удобно, или щипцами хирургическими. Отодвигаем хомут и сдергиваем, соответственно, правый трубок. Когда двигатель снят, это ж намного проще. Кстати, такой вот геморрой только на 1.6 двигателе. На 1.4 с этим проблем нет по снятию. На 1.8 вообще никаких проблем нет, это тоже по снятию. Потому что эта часть для завихрения, она находится у нас впереди у двигателя 1.8. Ну вот, а вот 1.6 вот такой вот придумали индивидуум какой-то. Дальше устанавливается ВМТ. Распредвалы пометки. Теперь они, болты не откручиваются, просто срываются. Когда сорвутся болты, можно уже будет ослабить натяжитель, то есть снять ролики и скинуть ремень. Для снятия желательно использовать специальный ключ. У меня ключ самодельный, который будет фиксировать и откручивать. Если нет, то тогда придется вам фиксировать. Здесь, допустим, с этой звездой проблем не будет, потому что мы можем вставить сюда головочку, таким образом зафиксировав эту шестерню. С этой шестерней так не получится. Ее можно будет только фиксировать от крепежа, то есть фиксировать саму звезду, чтобы она не проворачивалась. Далее снимаю крышку клапанов и откручиваю головку. Если нет необходимости лезть в распредвалы, то откручиваем головку. Головка откручивается в обратном порядке, как она затягивается. То есть, если она затягивается 1, 2, 3, то обратно будет 10, 9, 8 и так далее. То есть, в обратном порядке ослабляется головка, откручивается и снимается. Но вообще, желательно, конечно же, я считаю, снимать верхнюю плиту от распредвалов, дабы посмотреть, даже если вы там уверены, что все хорошо и нормально, тем не менее, при откручивании есть вероятность того, что она на взгляд, на вид незаметна будет, но, допустим, она сыграет между плитой и самой головкой. И чтобы избежать потом не думать, почему она потекла, поэтому лучше ее снять и по-новому на Loctite 574 положить. То есть тогда, когда будет установлена головка. Это мое личное мнение, как будет она делаться вами, это, конечно, вам самому решать. Но я для себя лично я сниму сейчас так ее пока с плитой, а когда буду ставить отдельно без плиты, конечно же. Если снимается головка с постели распредвалов, то нужно будет вот под такие вот края, когда снимется головка, выложим ее на стол, ставим ее на брусчаточку. Так как будут клапана, вот, допустим, у 4-го цилиндра, они будут приоткрыты эти. С этой целью, поэтому нужно будет ставить
чтобы головка не вставала на клапана. Теперь посмотрим эту красоту третьего цилиндра. То есть у нас вот болтушечка. Обратите внимание. А теперь самое такое прикольное. Вот так вот. И ходит ходуном. По всей видимости, я думаю, под палец будут гнезда разбитые. Причина или масляное голодание, хотя хон присутствует, но в учете того, что человек на нем как застучало, толком и не ездил, буквально немножко проехал. Задиров на цилиндре нет, я сейчас буду делать промеры еще. Дальше снимаю, в общем, снимать буду маслозаборник, сразу сниму масляный насос, заднюю крышку. Вот на данный момент, например, вот это вот второй цилиндр, то есть второй шатун, у него люфт такой идет маленький, то у третьего идет уже болтушка. Так что я думаю, тут должно по идее подрать, наверное, было. То есть не. В общем, сниму, гадать не буду. Будет видно, что там. Для снятия шестерня привода ГРМ использую съемник. Так как шестерня очень туго насажена. Просто руками или отверткой там не подеть, так как там маленький паз идет. Причина закипания звездочки в данном случае ржавчина идет. Вот. Не видно. Так, может, на полу будет видно. То есть он заржавел, по этой причине он очень туго, совсем туго выходил. Вытаскиваю дальше шатуны. То есть порядок штанов, чтобы не перепутать, там первый, второй, четвертый, или сразу их промаркировать их, или там хотя бы тем же маркером нарисовать на нем, или сразу на шатунах пометки сделать, то есть первый, второй там и так далее. Значит, по коленвалу сразу же видно у третьей шейки шатунная. Рукой чувствуется углубление, и помимо этого вот по краю идет буртик, то есть он должен быть вот как здесь, то есть должна быть проточена, как бы фаска снята вовнутрь туда. То есть здесь вы видите идет вровень, и мало того, что вровень, она начала набивать ступеньку, то есть пошла ступенька вверх. На втором уже то же самое начиналось. Поверхность сама по себе идет шуршавая, что у второго и у третьего цилиндра. Идеальная получается первая шейка шатунная и четвертая шейка шатунная. Вот они идут идеальные. Значит, по поршням. Так. Камера боком. Обратите внимание, третий цилиндр. Значит, начну с вкладыша. Такого грубого вроде не задир, но как вот, как бы сказать, она ее развальцовывала. Вот видно края. Она сточно тонкая. Здесь
начала стружка появляться, вот она. То есть фазочку как бы снимает она. Или, можно сказать, ее разбивает, потихонечку раздавливает. Вот, пожалуйста. Это не сам вкладыш вопнута, а вопнута вот эта кромка вот эта, на которую она вот как бы раздавливает ее постепенно, плавно. И у нее, так, на этом нету, на самом, а вот на самом нижнем вкладыше, вот, то, что я говорил, начала ступенька углубляться туда вовнутрь, то есть ее начал выпиливать. Надеюсь, это по камере будет видно. Дальше вот она ее. Этот буртик, который идет на коленвале, начал туда врезаться. Сейчас буду делать замеры. Значит, дальше обратите внимание, вот, допустим, вот первый поршень. То есть края черные. Ну, это понятно, что перед затом таки будет идти. То есть сами бока в районе пальца, где находится. У второго цилиндра уже потихонечку видно, что снято. Здесь вот как полироваться. Значит, то есть были прикосновения уже. Это не то, что маслом вымывало. Если с этого края мы видим, что нормально идет как должно быть, то слева видно уже прикосновения шли. То есть самим цилиндром надо будет проверять здесь шатуны. Возможно, что шатуны гнутые. А вот на третьем прям совсем печально, можно сказать. Это зад получается, то есть на заднюю часть идет. То есть у нас туда влево будет идти перед, вот он, и зад. У зада видно, что вот уже задняя часть уже сработала, а вот перед прям вообще. То есть его сточило уже. По пальцам на руками люфта никакого не чувствуется. Вот это вот и есть причина этого стука. Когда двигатель прогревается, у него появляется вот этот стук. Ну, четвертое тоже состояние хорошее идет. Видно, что даже износа нету, хотя болтушка хорошая идет. Сейчас промерю в цилиндрах, там скорее всего, наверное, тепловой зазор будет колоссальный. Сделано это или заводом, или кто его знает, не досмотрели не ту группу. Группа Б идет поршневой. Похоже, только 3 идет на где-то здесь я отвидел Б, а здесь вот непонятно, вроде как А, что ли, получается. Здесь тоже Б идет. Сейчас зачищу, посмотрю, что за гадость такая.